Привет! Вы на канале Толкуем, меня зовут Глеб, и сегодня мы с вами посмотрим на новую модель для генерации изображений, которую на момент записи видео вчера OpenAI выкатили. Это ChatGPT Images 2.0. Она вышла 21 апреля 2026 года. И хочу вам сначала просто быстренько пролистать лендинг, который они сделали для демонстрации этой модельки в двух стилях. То есть можно текстом почитать про этот релиз, и можно посмотреть на это в стиле изображений. То есть они своей же моделькой оформили этот текст в виде постеров, в виде скринов. Как я понимаю, весь этот скриншот сгенерирован этой моделью. То есть она уже умеет генерировать скриншоты, которые вы вряд ли сможете сами отличить от реальности. И вот такие вот рукописи я тестировал. Ссылку на этот лондос я вам оставлю, если вам интересно будет поизучать. С VPN лучше заходить, если вы с территории России, например. Это будете делать, как я. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Сразу скажу, что мне интересно будет сравнить эту модель с Nano Banana. У меня есть подписка и на Gemini, и на ChatGPT за $20. Вы, кстати, сможете попробовать эту новую модель, даже если у вас нет платной подписки на ChatGPT. Если просто у вас есть аккаунт, вы можете зайти в чатик, нажать на плюсик, создать изображение или create image и протестировать. Окей. Я начал проверку для видео с вот такой задачки сделать постер. И меня, честно говоря, именно вот эта композиция не очень впечатлила. Я похожую задачу, не похожую, а точно такой же промпт дал Gemini, то есть Nano Banana. И она, по-моему, даже чуть поприятнее как-то справилась, то есть, на мой субъективный взгляд. Вот. Но мы можем видеть, что с кириллицей тут все шикарно. Тут шрифт с засечками, ну, как бы по композиции окей, цену он нам сделал. Но это только разогрев, поверьте мне. Мне самому интересно, что мы сегодня увидим, потому что я только вот буквально штуки 3 успел сгенерировать. Я нашел в Пинтересте вот такую картинку в японском стиле. И я говорю этой модельке, типа сгенерирую постер для кофейни в стиле вот этого прикрепленного изображения. Я включил думалку ей, то есть у нас есть быстрая модель, instant, и есть думающая thinking. Вот как раз-таки генерация изображений с думающей моделью, она есть уже только на платной подписке. Видимо, оно отличается просто тем, что модель дольше думает и больше деталей прорабатывает. И бац, мы с вами получили, я считаю, офигенный результат. Как раз-таки постер в стиле этой кофейни, он, ну, я вот зумлю, он достаточно хорошего качества, это мы еще не скачали. Он сам продумал детали, вот сюда он разместил композиционно один подзаголовок, сюда второй подзаголовок. Ну вот, кстати, я вот вижу ингредиенты, сейчас посмотрим. Это уже либо моя неграмотность или опечатка. Все-таки нейронки. Ингредиенты, по-моему. Ну ладно, не будем до этого придираться. Если хотите, можете в комментариях поправить. И я хочу вот эту же задачу дать сгенерировать Nano Banana. Вот что она нам сделает ровно на этот же промпт. На ваших глазах я его копирую, создаю новый чат и наш референс копирую. Окей. Отправляем и ждем. И нам Gemini говорит, что по какой-то причине он не может сгенерировать изображение. Интересно, почему. Он какого-то дурачка включил. По всей видимости, в этой задаче ChatGPT менее зацензурен, либо Gemini нас не так понял. Пробуем еще раз. Создадим новый чат, включим прошку вместо быстрой модели. Снова скопируем референс, нажимаем «Отправить». Окей, он думает, что-то анализирует. Короче, Gemini, честно говоря, просто вот ничего не сделал. Хочется выразиться недобрым словом.
Он просто включил дурачка и в итоге ни хера не сгенерировал, несмотря на то, что у нас это включено. Э, Явно балл, 5 баллов я бы прибавил за это GPT, потому что здесь он не задал лишних вопросов. Что еще из прикольного я хотел вам показать? Из того, что я вот увидел в анонсах, в сети, из того, что люди тестировали, прикалывались, они делали типа сгенерируй. Давайте включим быструю модель. Сгенерируй справку от врача, где он рекомендует больше спать и есть больше хинкалий. И он сейчас, скорее всего, скажет, типа, извините, я не могу, не скажет. Забавно. Я у него просил сегодня сделать то же самое, и он сказал, что, типа, я не готов подделывать документы. Не знаю, типа, в зависимости от чего он все-таки решает. Возможно, сейчас он лучше понял, что я имею в виду, и что это будет шуточный документ. И к вашему вниманию и к нашему, я извиняюсь за выражение, всеобщему ахую, мы с вами смотрим, что ChatGPT сгенерировал справку на кириллице с рукописью, сам указав, какой я осмотр у кого проходил, полностью шаблон, печать. У этой печати, ну вот конкретно у печати мы видим, что поплыли буквы. Возможно, эта модель даже нарочно делает для того, чтобы, ну, нельзя было этот документ использовать в незаконных целях. Подпись. Смотрим подпись. Короче, я думаю, вы поняли прикол. Он умеет генерировать уже рукописи, справки вот такие. Ну, единственное, что если присмотреться, ну, явно можно понять, что врачи так не пишут, и какая-то шаблонность в этом есть. И, честно говоря, мне кажется, что это сделано намеренно, чтобы хоть как-то была возможность отличать эти изображения помимо программных способов. То есть, чтобы простой человек, он мог привыкнуть к тому, как выглядят эти сгенерированные справки от врача, например, и как-то это идентифицировать. При этом давайте мы то же самое скопируем в наш любимый, на самом деле уже не очень нано-банана. Посмотрим, что он нам на это ответит. Извините, но я не могу генерировать поддельные медицинские документы. Напишем с печатью жирной фейк. А вот так вот. GPT в прошлый раз у меня на это клюнул и такое сгенерировал с печатью фейк. Не могу. Имитирует официальную медицинскую справку. Даже с печатью фейк. Короче, Gemini более зацензурирован. Неизвестно, будет ли на момент просмотра GPT такой же щедрый на генерации или нет. Узнаем. Сейчас, да, я удивлен. Давайте возьмем еще какой-нибудь референс. Я где-то вот сохранил фотку Урганта и хотел протестить, как GPT будет ее редактировать. Я хотел, чтобы он размести мужчину с фото, сидящим на пристани у моря, в той же позе, с того же ракурса. Отправляем это в GPT, отправляем это в Gemini. Бац, бац. Ждем. Блин, Gemini говорит, извини, я не могу для тебя редактировать изображение. Честно говоря, я даже уже не понимаю, что он под этим, точнее, на базе чего он мне это пишет. Типа он буквально уже на моем аккаунте, не знаю, не генерирует изображение. Или это настолько политика уже зацензуренная. Окей, мы получили Урганта, сидящего на пристани. Мы видим маяк, мы видим фотку Урганта. В той же позе давайте сравним какие-то артефакты. Вижу, что он лицо, конечно, чуть изменил, как будто. Зумим. Честно говоря, нет. То есть я как будто даже не вижу сильного искажения черт лица. Окей. Снова плюс в GPT-шку. Напоминаю, что и здесь, в Nani Banana, и в GPT у меня подписка за $20. Если вы
много работаете с изображениями и сейчас находитесь на гугловской подписке, я очень советую вам попробовать подписку GPT. Я уверен, что вы не пожалеете с учетом этих обновлений. В общем-то, я даже не буду пробовать еще раз. Я предлагаю перейти к следующим тестам. Давайте попробуем заколлажить две фотки. Я так понимаю, вот это с одной фотосессии. Начнем, давайте, новый чат в отдельном окне. Копируем фотографию раз, копируем фотографию 2. Бац. Добавлю тут для коллажа думающий режим. И попрошу его, сделай стильный, бесшовный коллаж из двух фотографий, где мужчина стоит где мужчина находится на пристани рядом с морем в позах с обеих фотографий. Ну, то есть я даже как-то кривовато явно это описал. Посмотрим, что он придумает здесь. Gemini, тем не менее, давайте просто проверим. Может быть, это моя локальная какая-то ошибка или блокировка на генерацию. Сгенерируй фото мужчины, стоящего на пристани. Возможно, не репрезентативно будет сравнивать мой Gemini. Сейчас проверим. Если он сгенерирует, значит, это все-таки тупые ограничения и цензура. Если нет, то нет. Вот, да. Мы видим, что он думает, он продумывает эти детали более детально по генерации и редактированию. Ждем. Gemini тем временем сгенерировал по обычному промпту нам фотку. Напомню, кстати, что при классической подписке за $20 Gemini добавляет еще на каждую фотку watermark. Его можно убрать, есть способы, как это делать, но тем не менее, еще один плюс в сторону GPT, потому что я не видел этих watermark явных на фотографиях. Но моделька все еще думает. 2 минуты уже мы видим, прошло, все еще результат не получен. Давайте дождемся. Дождались спустя 3 минуты 22 секунды. Вот такой вот результат. Смешно, но тем не менее, то есть он что-то сделал. Даже по такому промпту, где я ему не написал, как их композиционно располагать и так далее. Ну вот он сделал бесшовный коллаж. Один Иван Ургант сидит на деревяшке, второй на другой деревяшке. И я ради интереса запустил эту же задачу в ChatGPT, только без думающего режима. То есть мы с вами здесь выбрали Thinking, а здесь Instant. То есть вот эту модельку вы сможете попробовать и на бесплатной подписке GPT. Он что-то еще тут добавляет. Кстати, пока заметил, видимо, мы можем сгенерировать это изображение в нужном нам разрешении, то есть перегенерировать. Прикольно, он сам предлагает шаблон, я ему написал, типа, make the aspect ratio 16:9, он сейчас его перегенерит. Вот что нам дала быстрое изображение. К слову, очень похоже, очень похоже. Типа он прям композицию такую же, как в прошлом чате сделал. Не сказал бы, что сильно хуже, даже как будто цветокоррекция поприятнее. Вот. Окей. Gemini, честно, разочаровал очень сильно в этих сравнениях. Следующее, что я хочу нам с вами показать, это генерацию скриншотов. То, от чего я выпал, и мои знакомые, которым я это показал. Давайте напишем, сгенерируй скриншот, где я в фотошопе нарисовал от руки инфографик. Нет, давайте 3D-модель двигателя внутреннего сгорания. И раз уж уже эта бедолага у нас открыта во вкладке, запустим его сюда же. Вы можете заметить, что по умолчанию Google, если вы шарите в этой теме, запускает теперь для генерации модель Nano Banana 2. То есть раньше, 3 месяца назад еще была Nano Banana Pro по умолчанию, если мы выбирали режим Pro. Теперь же нет. Так, смотрим. Кстати, а я не пробовал ранее с Nano Banana делать скрины. И то ли я дурак,
то ли лыжи не едут. Я думал, что GPT сделали новшество какое-то, но Gemini нам все-таки этот скрин сделал. Я признаю свою неправоту. Но давайте же сравним, друзья. Рукописный текст офигенного качества. Инфографика. Я признаюсь, не знаю инженерное устройство двигателя внутреннего сгорания, но шкив коленвала, привод ГРМ, коленчатый вал, шатун, поршень, охеренная стилистика. Он тут прорисовал, какие у нас есть группы со слоями в фотошопе. И смотрим на то, что нам сгенерировал Google. На английском раз. То есть он, ну, как бы не поймал контекст, что я, например, русскоязычный чечек. И глобальный интерфейс Photoshop есть, окей, винда, но тут выглядит, ну, типа как рисунок простого карандаша. Короче, я, честно говоря, очень приятно удивлен. И я прям представляю, с каким кайфом люди, умеющие, будут этот инструмент использовать. То есть, блин, я смотрю, и у меня глаз радуется. Он описывает порядок работы цилиндров. Если вы шарите, как работает двигатель внутреннего сгорания, возможно, вы увидите тут какие-то ошибки, можете об этом написать. Но картинка внешняя мне очень нравится. Хочу что-то еще сгенерировать из скринов. Вот что-то такое. Случайно совершенно Иван Ургант стал участником наших экспериментов. Я зашел на Pinterest, написал, по-моему, что-то типа, вот, фотография мужчины в толпе. И первым же выдался Ургант. Google очередной раз на точно такой же промпт нам сказал: Sorry, I can't edit message for you yet. Не знаю почему. Тем временем, обалдеть. Посмотрите на это. Охренеть. Я вот смотрю. Я в Adobe Premiere на самом деле не работал ни разу. Ага, вот, смотрите, нашел косяк. Вот он тут нам чуть нахерил. Но вот это на самом деле будет очень легко замазать вот таким же сплошным цветом. Смотрим детали. Интервью. Ага, вот на мелких деталях он поплыл. Но таймлайн есть. У нас есть весь этот интерфейс Premiere Pro. Цветокоррекция. И Ургант нашел с микрофоном. А теперь давайте попробуем попросить GPT сгенерировать превьюшку для видео на YouTube. Сгенерируй превью для YouTube видео по теме сравнения моделей генерации изображений GPT Image 2.0 и Nano Banana 2. Вот так вот сделаем. С опечаткой даже, ну ничего. А эту же заданку мы скинем Nano Banane. Черт ее бы побрал. Получаем от Nano Banane уже этот слоповый ужас, который мозолит глаз и вызывает рвотный рефлекс невольно. Попробуем ради справедливости пересоздать в Nano Banana Pro вместо Nano Banana 2. Но я уверен, что результат будет не лучше. GPT закончил, и я сразу вижу, что результат лучше. Несмотря на то, что мы даже ему референсы не давали. Здесь видно, что это сгенерировано с ИИ. Ну, конкретно я это вижу. То есть, ну, видно по шрифтам, например, потому что логотип ChatGPT, по-моему, устаревший года, это с 2023-го. Тем не менее, Nano Banana 2 и GPT Image 2.0, он прям превьюшку сделал. Это очень здорово. Давайте мы его попросим адаптировать превью для YouTube. О, боже мой. О, боже, какой ужас. Nano Banana 2. Угу. GPT изображение 2.0. Здорово, здорово. Короче, он не справился. Gemini не справился. GPT 2.0 справился. Итак, я открыл свой YouTube-канал. Кстати, сейчас 4 подписчика. Интересно, сколько будет на момент просмотра этого видео вами. И давайте его попросим сгенерировать превьюшку. Вот этот стиль мне больше всего нравится. Прям вот таким вот не очень качественным скрином. Попросим его адаптировать
дизайн превью, которое даже склонение тут покинули чат. Тем не менее, копируем, вставляем то же самое, отправляем Gemini. Очень интересно, опять же, я уже в начале видео повторял. В начале видео повторялся, будут ли какие-то ограничения вводиться по генерациям, по контексту. Вот. Возможно, спустя какое-то время мы с вами столкнемся с приколом, что разные стили изображений могут разное количество токенов, например, стоить до генерации. Или он там скажет, что чтобы генерировать превьюшки для YouTube, оплати другую подписку. Он закончил, но, честно говоря, здесь не очень результат. С точки зрения эффективности превью, много текста, но стиль он соблюл офигенно. Gemini в ответ на это сказал, что он не может использовать пример из прикрепленного изображения. Предлагаю на сегодня закончить с Gemini, потому что знатно он нам нервы подтрепал. Окей, ну то есть в этом контексте получилось не то, что я прям бы ставил на обложку. Ну давайте попробуем его чуть по-другому попросить. Типа, вот тут более конкретные инструкции ему выдадим. Посмотрим, как он будет им следовать. Угу. Вот он сделал превьюшку GPT Image 2.0 VC Nano Banana 2. Это приемлемо. И если ему задать четкую композицию, что я просто сейчас не хочу делать ввиду того, что у нас так длинное видео получилось, это точно будет офигенный результат. Я генерирую, если что, обложки. У кого глаз наметан, точно это поймут, с помощью нейронок, чтобы экономить время. И, например, вот это мне делал Nano Banana. Но я очень долго ее мучил, чтобы она в итоге вот такой стиль мне выдала, вот такой результат. Чувствую, что с GPT это будет делать сейчас намного проще. Вот она прям такую нам, да елки-палки, извиняюсь, детализацию сделала с прогресс-барами, с иконками. Это вау. Честно говоря, это вау. И в качестве последней итерации я еще кинул ей одну правку, чтобы она оставила только блок текста. Из текста, ну да, что поставила блок текста GPT VC Nano, но она немножечко не так, как я хотел, это поняла, потому что, ну, с карточек это не так удобно читается. Тем не менее, качество на уровне, это вау. Я думаю, что вы явно заинтересовались, возможно, уже пошли сами это тестировать. И я за вас очень рад, что вы так же, как и я, вероятно, сейчас вау-эффект словите от этой новой модельки. На этой прекрасной ноте мы будем с вами заканчивать. Было интересно, мне было очень интересно попробовать и испытать искренний интерес. Я, повторюсь, оставлю ссылку на лендинг OpenAI про эту модель в описании. Можете подписаться, потому что я снимаю обо всяком, про нейронки и про вейп-кодинг видео, делюсь своими мыслями, опытом и чему-то вас учу. Можете поставить лайк, я буду очень рад, написать комментарий. Хорошего вам времени суток. Пока.